Глава 1, которая будет нам рассказывать о мудрости. Упраздненное учение. Философы так определили существо мудрости. Мудрость заключается в стремлении к совершенствованию двух способностей человеческой души – способности к познанию и способности к практической деятельности. Первая проявляется в познании истинной сущности вещей, а вторая – в приобретении таких духовных качеств, с помощью которых душа получает возможность совершать добродетельные поступки и воздерживаться от недостойных деяний. Это и называется характером. Другими словами, в разумной душе сосредоточены две способности. Ее совершенство зависит от совершенствования способностей этих – умозрительной и практической. Умозрительная способность стремится к приобретению знаний и постижению наук, и благодаря этому стремлению достигает проникновения в подлинную сущность вещей. После этого душа обретает блаженство в познании подлинного предмета искомой истины и общей цели, которая есть конечный итог всего сущего. Ведомая этим знанием, душа достигает мира единения, нет, даже степени полного слияния. И сердце человека обретает спокойствие и уверенность, ибо сказано: «Ведь пониманием Аллаха успокаиваются сердца, и лик его помыслов и зерцало души его очищается от праха сомнений и ржавчины колебаний». Точно как сказал об этом поэт: «Всюду, куда приходит уверенность, рассеивается сомнение». А практическая способность упорядочивает и уравновешивает свои силы и поступки таким образом, чтобы они совершенствовали друг друга и были соразмерны, и благодаря этому равновесию нрав человеческий становится приятнее очам Всевышнего. И когда такое знание и такие деяния в ком-либо сочетаются воедино в описанной степени, то такого человека можно назвать человеком совершенным и наместником Бога, а степень его – самая высшая из степеней людских. Ибо Господь Всевышний сказал: «Те же, которые уверовали и творили благое, и выстаивали молитву и давали очищение, им их награду у Господа их». И духу такого человека после разлуки с телом будет уготовано пребывание в раю и вечное блаженство и благодать Господня. В этом и есть счастье. Кому оно достанется? Таково учение древних и мудрецов. А что же нам говорит действующее учение о мудрости? Когда великие вельможные мужи и тонкие знатоки, чьими благородными личностями нынче украшен лик земли, поразмыслили о совершенствовании человеческой души, уготованной ей судьбе и ее будущем существованием в загробном мире, когда они вникли в обычаи и суждения великих людей прошлого, то они полностью отвергли все эти воззрения. Они утверждают: нам открылось, что душа разумная не имеет никакого значения, и существование ее зависит от существования тела, и гибель ее связана с гибелью тела. А еще они говорят: утверждение пророков, что у души есть совершенство и пороки, и что после отделения от тела она будет существовать как самостоятельная субстанция – абсурд. А воскресение из мертвых – дело пустое. Жизнь представляет собой равновесие составов тела. Когда тело разлагается, человек навсегда превращается в ничто, в пустое место. То, что рассказывают о прелестях рая и карах ада, можно получить и в этом мире. Как сказал поэт: «Тому, кому дано, дано в этом мире, а неимущему тому обещают завтра». Таким образом, нынешние мудрецы ничуть не беспокоятся по поводу воскресения из мертвых, адских мук и возмездия, близкого и далекого, милости Божьих и гнева Его, добродетелей, пороков, и в результате этой их убежденности каждый день своей жизни посвящают удовлетворению чувственных вожделений и приобретению удовольствий и говорят: «О ты, результат взаимодействия 4 из 7, вечно мучающийся из этих 4 из 7, пей вино, ведь больше 1000 раз повторял я тебе, возвращения не будет, коли ты ушел, ушел навсегда». И особенно часто такое рубаи пишут на могилах отцов. За этим сводом нет входа и выхода. И кроме как в тебе и во мне
нет ума и чистоты, ничто там, где людям мнится нечто, откажитесь от этой мечты, ибо она ничто. Благодаря таким идеям посягательства на жизнь, имущество и честь людей в глазах этих мудрецов совершенный пустяк и ерунда. Для него один глоток вина цвета пламени дороже крови сотен собратьев. Воистину хвала преуспевающим вельможам. То, что на протяжении стольких тысячелетий оставалось сокрытым, несмотря на глубокое проникновение разума и духа, открылось им в один миг. Аудиорассказы от Эдемы Илай.